Здравствуйте, меня зовут Джиоева Залина. Я историк, автор книги «Чингисхан. Аланский след». В своей книге я попыталась доказать, что средневековые монголы не этнически, не психотипически, не расово не имеют отношения к предкам современных монголов. И если это так, то современные монголы не могут считать себя прямыми потомками чингизидов. В процессе исследования стало понятно, если точно определить язык, на котором говорил Чингисхан, и его ближайшие рода, то можно ответить на главный вопрос: кем в этническом отношении были средневековые монголы? Потому что язык, так же как и характерные особенности культуры, являются составляющей самого понятия этнос. Считается, что после смерти Чингисхана его потомки растворились в разноязычной среде, забывая свои обычаи, веру, внешне изменяясь, но главное, был потерян язык. И сегодняшние историки тщетно ищут объяснения различным понятиям, которые сохранились в исторических документах, пытаясь их переводить с монгольского языка или с языка соседних этносов, некогда связанных с монголами общей исторической судьбой. В угодополитической конъюнктуре в 40-х-50-х годах прошлого века было выработано следующее предположение. Но раз средневековые монголы называли себя монголами, и раз существуют современные монголы, то язык у них, очевидно, монгольский. Такой подход окончательно все запутал. Зато у лингвистов появилась работы на целое столетие. Ну, казалось бы, все очень просто. Возьми и переведи с монгольского языка или с языка соседнего этноса различные понятия и само слово «монгол». Не получается. Дело в том, что для того, чтобы перевести просто слово «монгол», само название народа, в науке уже сломано не одно копье. Это название приходится либо изменять до неузнаваемости, либо переводить только корень слова, либо ссылаться на китайские источники, в которых так монголов называли китайцы. Но это китайцы так называли монголов. Это не само название. Но мало ли как мы называем своего соседа по дому. Это же не значит, что его так зовут. Для объяснения многим понятиями самого слова «монгол» я использовала 3 вида летописных письменных источников. Прежде всего, это, конечно, летопись Рашид ад-Дина. Второе – это сокровенное сказание. И третий вид источников – это различные работы путешественников, которые были у монголов и писали о них. Например, Рубрук, Марко Поло, Плана Карпини, Сафат Барбара, Пендая, армянские источники, в общем, многое другое. И вот что бросается в глаза. Написание фундаментального труда, целой историографии истории монголов, монголы доверили не грамотному китайцу, не уйгуру, а персу Рашид ад-Дину, ираноязычному персу. Почему выбор пал именно на него? Может быть, монголы знали персидский язык? Вряд ли, потому что те термины, которые сохранились в исторических документах, уж Российская академия наук за столько десятилетий, несомненно, перевела бы. Может быть, сам Рашид ад-Дин говорил на монгольском, а его персидский язык мог передать характерные нюансы языка монголов. Да, скорее всего, это так. Он не только долгое время прожил в Монгольской империи, но и прекрасно различал монголов. Например, его понятие «монгол» несомненно этническое. Он говорит: они не монголы, они не делают монгольские лекарства, они не выглядят как монголы, они не говорят на монгольском языке. И несколько раз в летописи он с раздражением замечает, что ныне дошло до того, что сегодня все хотят быть монголами, и народы Хитая, Джурджи, нангясы, уйгуры, таджикские народности, которые только выросли в среде монголов, но монголами не являются. Но это не так, говорит Рашид ад-Дин. Том 1, книга 1, страница 102 и 103.
Кроме того, о самих монгольских племенах Рашид ад-Дин говорит, что раньше каждое племя имело собственное название, а впоследствии они уже объединились под общим названием монгол. И это название монгол было понятно каждому представителю из этого племени. Оно их объединяло. И они знали, что обозначает понятие монгол. А предки современных монголов просто слышали слово, но что обозначает само понятие монгол, как не знали тогда, так и сегодняшним потомкам неизвестно до сих пор. Давайте зададим себе один вопрос. А что такого удивительного было в монголах? Что поражало путешественниках, когда они встречались с монголами? И ответ будет только один. Удивительные, потрясающие, огромные монгольские обозы. Рубрук при виде этих обозов с изумлением писал. Он говорил о том, что повозки 20-30 штук соединены вместе, и они огромные. Расстояние между колес одной повозки он измерил лично. Оно составляло 20 футов. Это приблизительно 6,5 метров. А ось повозки была величиной с мачту корабля. Такие повозки вместе, один целый обоз, тянуло 22 быка. Это, конечно, потрясающее зрелище, целый город, идущий по степи. Академик Владимирцев, когда писал о понятии монгол в своей работе «Чингисхан», рассказывал о нем так. Он говорил, что, по-видимому, этот аристократический род Кабулхана принял на себя название монгол и объединил несколько соседних родов улусов. Вот именно этому объединенному роду улусу и было дано название монгол в память какого-то древнего и могучего народа или рода, о котором знали из старинных сказаний. И этим древним народом или родом были асы. Просто греки называли их скифами, а римляне знали под названием сармат и алан. Когда монголы впервые ворвались на территорию будущей Золотой Орды, их мгновенно сравнили со скифами. Георгий Акрополит пишет о вторжении монголов в Малую Азию и точно так же называет их скифами. Но скифов Геродот и Страбон называли живущими на повозках. А поэтому удивительно, что такая историческая память имеет место быть. Но скифы, сарматы и аланы принадлежали к ираноязычному миру. И к этому же миру относился и перс Рашид ад-Дин. Сегодняшние потомки скифов, сармат и алан, современные астины, являются такой изолированным реликтом скифо-сармата-аланского мира. Сегодня продолжают говорить на древнем аланском языке. Но раз сегодняшние астины считают себя потомками скифов, сармат и алан, очевидно, их язык должен позволять переводить хотя бы само название, не говоря уже обо всем остальном. Если вы любому астину, далекому от исторической науки, предложите перевести, например, само название сармат, он не только вам переведет его, он еще и пояснит, что в этом самоназвании находится два слова – глава и мать. А сарматское общество управлялось царицами Амага, Агунда, Тамирис, поэтому нет ничего удивительного в том, что это сохранилось в названии. А как это слово возможно перевести с монгольского языка? Никак. Его можно только изменить, придать характерное звучание, а после этого уже заняться сложностями перевода. Вот именно поэтому монголы не могут перевести собственное самоназвание. Давайте попробуем, они просто слышали только это слово. Давайте попробуем перевести слово монгол с астинского языка без изменения слова. Мон – это дух, а гол – это обоз.
дух Акбоза, идущего по степи и вызывающего удивление абсолютно у всех путешественников. Не правда ли хорошо выглядят два образа? С одной стороны, объединенные повозки в один целый могучий обоз, а с другой стороны, монгольские племена, некогда имеющие разные названия, объединенные одним общим понятием монгол, дух обоза. Арийский тип монголов не остался в памяти покоренных народов. Они были вот этой первой волной. Они приходили, захватывали, устанавливали правила, а потом уходили. Вслед за ними приходила новая волна, состоящая, очевидно, уже из представителей монголоидного типа. И они как раз только и запомнились. Но если вы посмотрите изображения европейские нападения монголов или русский летописный свод, изображение нападения на Кашин, на Москву, на Владимир, на Козельск, вы ни за что не отличите на этих изображениях, кто есть кто. С одной стороны и с другой стороны там находятся представители европеоидного типа. В моей книге «Чингисхан. Аланский след» 450 объясненных понятий. Причем каждое понятие, вот как оно стоит в тексте, точно так же я и его переношу в книгу и даю сноску на это понятие. Это географические названия, общественные термины, военные термины, имена, культы. 450 переведенных понятий. Как это вообще может быть? Не слишком ли высокий процент для того, чтобы считать это случайностью? Кроме того, в книге есть словарь, 173 слова. Ценность этого словаря заключается в том, что летописец Рашид I сам объяснял многие понятия. Например, он говорит: исток реки монголы называют Сар, море – Тенгиз, налог у них – Илцы, вера – Дин, седло – Сарх. Это остинские слова. Как они вообще могут быть переведены с монгольского языка? Кроме того, существует словарь племен, и на сегодняшний день я знаю, чем занималось каждое монгольское племя, и какое из этих племен было действительно монгольским, а какое к монголам не имеет никакого отношения, которое только приняло вот это название монгол и считало себя впоследствии монгольским. Об этом и о многом другом в следующий раз. А в конце хотелось бы сказать, очень грустно, что российская наука, за редким исключением, продолжает искать там, где светло, но не там, где потеряла. Спасибо.